Всем привет! Меня зовут Максим, и сегодня мы отправляемся гулять в Люмпини парк. Это место даст фору Центральному парку Нью-Йорка, и сегодня вы в этом убедитесь. Кроме того, мы познакомимся с местными жителями. И, спойлер, это не тайцы. Но обо всем по порядку. Сначала зайдите на мой канал, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ну а мы начинаем. Погнали! Добраться до парка можно на БТС SkyTrain по темно-зеленой ветке. Выйти нужно на станции Саладен. Второй вариант — это метро, ветка синяя. И в этом случае станция будет называться Силом. Вход в парк абсолютно бесплатный. Люмпини парк — это главный парк Бангкока и страны в целом. Раскинулся он на площади в 57 гектаров. А дорожки, его пересекающие, составляют примерно 2,5 км в длину. Это превращает парк в популярное место для утренних и вечерних пробежек. В парке действует ряд строгих ограничений. Тут запрещено выгуливать собак, курить сигареты, а катание на велосипедах официально разрешено только с 10 утра до 3 дня. У этого места весьма богатая для парка история. Ранее оно было известно под названием Тун Саладен. Это название вам может быть знакомо, если вы приехали сюда на БТС, потому что именно так называется эта станция. Сама же земля принадлежала королю Раме VI. Однако в 1925 году король решил пожертвовать свои владения в пользу нации и изъявил волю, чтобы на этом месте вырос парк, названный в честь места Люмпини в Непале, где на свет появился Будда. Дерево Бодхи здесь, кстати, тоже есть. Поскольку строительство проходило под трепетным надзором Его Величества, получившего образование в Европе и вдохновленного заморскими устоями, можно догадаться, почему парк напоминает английские сады. К сожалению, королю не суждено было увидеть плоды семян, которые он так бережно закапывал в землю. Монарх скончался, а строительство парка закончили уже позже. Однако память о нем увековечена в величественном памятнике Раме VI, расположенному на входе в парк. Во времена Второй мировой войны парк выступал в роли лагеря для японской армии. Одним из самых старых строений на территории парка является башня с часами в китайском стиле. Она датируется 1925 годом. Парк является домом для самых разных существ. Очень странно, что до сюда не добрались обезьяны. Уж кто-кто, а они-то знают толк в хороших местах. Но святое место пусто не бывает, и титул местных карманников заняли вороны. Сейчас вы наблюдаете, как одна из них, выражаясь популярным в 2020 термином, слутала пачку лапши быстрого приготовления у тайца, который безмятежно спал под деревом, и пропажу ему лишь только предстоит обнаружить. Так, кто тут у нас? Скажите, вы не против дать интервью для моего канала? Передача Кошка ТВ. Ага, вот так значит. В общем, говорят без комментариев. Ну и хозяева парка – полосатые вараны. Огромные ящерицы, достигающие до 2 метров в длину. Для человека они условно безопасны, но руками я бы их трогать не стал все равно. Они вальяжно передвигаются по парку, переваливаясь с бока на бок, и вот этот вот товарищ явно держит путь на какую-то важную встречу. Мне стало интересно, куда он направляется, и я минуты 3 за ним ходил по пятам.
Тот варан явно кого-то искал, и позже я понял кого. Его подруга бессовестно изменяла ему с черепахой в другой части парка. Ну а этот товарищ чутко охраняет вход в туалет. На пару со своей хозяйкой. Ни одна мышь не проскочит. Ну и еще одна вещь, о которой сегодня поговорим, это инфраструктура парка. Он на самом деле несколько больше, чем просто парк. Например, здесь находится первая открытая в стране библиотека. Она работает до сих пор. В парке есть убежище для бездомных детей, а также клуб для пожилых людей, куда те могут приходить, общаться, заниматься спортом, а по выходным есть даже вечерний танцевальный кружок. В парке повсеместно разбросаны всевозможные тренажеры, где заниматься может любой желающий. Есть как на открытом воздухе, так и в кондиционируемом помещении. Имеются здесь и площадки для игры в баскетбол или волейбол. Не обошлось и без многочисленных детских площадок с горками, с качелями, с полосами препятствий. Есть даже целая зона, высыпанная песком. Невольно вспоминаются эти пустые советские песочницы, в которых детей больше, чем песка. На территории также есть ларьки, где продают напитки и легкие закуски. Ну а местные туалеты легко можно перепутать с миниатюрными домиками посреди всего этого безобразия. Не забыли, конечно же, и про уголок Будды с оборудованным местом для молитвы. Ну а если, друзья, вам этого всего было мало, то вот за этой стеной есть огромный бассейн. Ну что еще нужно для полного счастья? Неудивительно, что в конце рабочего дня парк доверху заполняется людьми. Кто-то просто приходит покататься на велосипеде или на пробежку, кто-то вот занимается йогой на ровно выстриженном газоне, дедули сидят вот на лавочках и режутся в шашки, ну или крышки от бутылок. Парочки приходят полюбоваться на вырастающую за горизонтом городскую линию. А вот тут папаша строит замок из песка, ну и сына взял с собой заодно, чтобы тому не было скучно дома одному. Ну а это, пожалуй, все, что мне есть сказать про этот парк. Я всем рекомендую тут побывать, получить удовольствие от размеренного, спокойного и немного медитативного отдыха. Поддержите мой канал, подпишитесь, поставьте лайк этому видео, тут выходит много всего интересного. Ну а я не прощаюсь. До скорых встреч!